Я рада, что вы у меня на канале Клубок Желаний. Сегодня я хотела поделиться с вами пряжей, из которой вяжу носочки. Вот эта пряжа от троицкой пряжи называется «Водопад». В ней 70% шерсти и 30% капрону, в 100 грамм 400 метров. Из этой пряжи я вот вязала носочки, она секционного окрашивания. Это не мое изобретение, я брала эти носочки с интернета. Если я найду девушку, которая выложила их, обязательно ссылочку оставлю. Они вязались от мыска с такой вот косичкой, вот с таким интересным клином подъема, и закрывались эластичным методом. Носочки замечательные, единственная пряжа, мне кажется, тонковата. Я люблю более толстую пряжу, и немножко чувствуется большой процент акрила. Но в вязании она вот эти еще не стиранные у меня носочки, очень ровненько ложатся петельки. Получается симпатично. И пряжа очень экономичная. Вот на эти носочки у меня ушло примерно 50 грамм. И вот такие я носочки из этой пряжи вязала обычным способом, начиная от резиночки. Единственная пяточка бумеранг. Единственный минус, который я нашла в этой пряже, что когда я искала одинаковые секции, я брала, у меня было 2 моточка, и у разных моточков искала секции, потратила кучу времени, пока не нашла, что у одного мотка секция начинается сначала, а у другого из серединки. Поэтому, если будете искать секции и не сможете найти, попробуйте достать ниточку из центра, может, вам это поможет. Но все-таки любимая моя пряжа — это вот эта носочная от Пихорки. Моя самая любимая пряжа. В составе у нее 50 шерсти и 50 акрила. В 100 граммах 200 метров. Вот эту я пряжу люблю больше всего. В ней вот эта вот шерстяная ниточка видна. И эта пряжа очень пахнет шерстью. Она достаточно такая толстенькая пряжа. Носочки получаются толстенькие. И я эту пряжу еще люблю за то, что она очень легка в стирке. Я стираю носки в стиральной машине на режиме шерсть, примерно 30-40 градусов. Добавляю жидкость для стирки шерстяных изделий, и с носками ничего не происходит, они не садятся, не линяют. Очень замечательно стирается все. У нее большая палитра, но это только то, что у меня сейчас есть в наличии. Хотела я показать вам носочки, которые вяжу из этой пряжи. Вот эти носки я вязала на 5 спицах с укрепленной пяточкой, укрепленной подошвой, укрепленным мыском. Так замечательно выглядит рисунок, переход очень симпатичный. Пока у меня связан один носочек, но когда я буду вязать второй, я, наверное, свяжу для вас мастер-класс, покажу эти носочки, потому что вот эти мои самые любимые носки. Вот такие я вязала носки, но здесь немножко по-другому связано. На 5 спицах вязала резинку, вот до сюда голенища, а дальше вяжу на 2 спицах отдельно вот этот верх и отдельно пяточку и подошву. И подошва привязывается к верху вот с помощью такой косички. А дальше мысочек вяжется по кругу. Я это делаю для того, чтобы у меня очень часто протаптывается вот здесь вот носочек и вот здесь на пяточке. И когда я ремонтирую носок, если он связан обычным способом по кругу, мне приходится распустить минимум вот до половины носка, если дырочка только здесь, и перевязать вот полностью носочек. Если же дырочка на пяточке, то приходится распускать вот минимум вот до сюда, и получается приходится перевязывать почти пол носка, даже больше. А если у вас связано вот таким носочки методом, то вы распустите только мысок и часть подошвы. Если у вас вот здесь дырочка, то вот часть подошвы распустите. Если же у вас дырочка
на пяточке, то вы распустите мысок, подошву всю и часть пяточки и перевяжете ее заново. У меня есть технология, как перевязать только пяточку, отремонтировать, не распуская весь носочек. Вот только вот здесь распускаете. Я когда-нибудь свяжу мастер-класс, как я ремонтирую носочек. Если у меня будет дырявый носок, я обязательно вам покажу, как я делаю это. Еще в работе у меня вот такие носки мужские. Связанные они у меня резиночка на 5 спицах, голенище на 5, а вот отдельно верх и подошву я вяжу отдельно. Подошва и пятка с укрепленным рисунком. И я добавляю здесь одну ниточку для крепости синтетическую, по-моему, лавсановая ниточка у меня. И подошву, пяточку вяжу отдельно. Вот таким образом у меня здесь привязывается подошва кверху. Сделала я здесь одну изнаночную петельку, попробовала так для красоты, и укрепленный мысочек. Этот носочек у меня также связан только один, поэтому буду вязать второй носок, обязательно сделаю мастер-класс. Очень люблю я эту пряжу, вот именно вот эту носочную. Попробуйте, девчонки. Я надеюсь, вам она тоже понравится. Она очень бюджетная. Если я не ошибаюсь, я заплатила за нее в магазине в розницу или 100, или 120 рублей. Оставляйте свои комментарии, пишите, какие носочки вы хотите видеть первыми. Или вот эти женские, которые связаны у меня по кругу. Или вот эти мужские, где я буду вязать отдельно верх носочка, отдельно низ носочка. И покажу вам, как их вот здесь я привязываю. Никакой дырочки у меня здесь нет. Очень красиво все получается. Оставляйте обязательно комментарии, подписывайтесь. И я жду вас снова в гости.